Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Сегодня отмечается Международный день театра. Поздравляю с праздником всех, чья жизнь связана с этим прекрасным видом искусства. Актеров, режиссеров, художников, сотрудников театральных коллективов. И, конечно, зрителей, истинных почитателей и ценителей театра всех его жанров. Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан, чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, размышлять над спектаклями, наслаждаться актерским мастерством непосредственно там, где они живут. Открытие обновленного азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, я уверен, станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, для страны в целом, для наших соседей государств Кавказа. История самого театра, напомню, восходит к 80-м годам еще XIX века. В нем всегда служили люди, преданные искусству. И отрадно, что сейчас, после масштабной реконструкции, театр обретает по-настоящему свой современный дом. В целом отмечу, что сейчас ведется большая работа по обновлению, техническому переоснащению многих региональных, муниципальных театров. Соответствующие федеральные программы подкрепляются инициативами субъектов федерации, а также частных инвесторов, меценатов. Успешный пример такого объединения усилий мы видим вот здесь, в Дербенте. Хочу искренне поблагодарить в этой связи всех, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта. Бережное отношение к традиции имеет особое значение в Дагестане, в Дербенте с его древней историей, во всем многонациональном Дагестане, как я уже сказал. Подчеркну, уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга. Уверен, в обновленном театре эта благородная миссия получит достойное продолжение, будет способствовать знакомству, в данном случае знакомству наших граждан с богатейшей азербайджанской культурой. Мы приветствуем гостей из Баку на церемонии открытия театра. В этой связи хочу сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководитель и президент, руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра. Хочу отметить, что эти две сцены в Баку и в данном случае в Дербенте являются своего рода мостами между нашими культурами. Хочу пожелать коллективу театра вдохновения и больших творческих успехов. А всем жителям и гостям Дербента, Дагестана здоровья, удачи и благополучия. Передаю слово главе Республики Дагестана Сергею Алимовичу Меликову. Пожалуйста, Сергей Алимович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Огромное спасибо вам, Владимир Владимирович, за теплые слова в адрес нас, в адрес участников сегодняшней церемонии и всех дагестанцев. Мы знаем, как вы относитесь к Дагестану, Владимир Владимирович, и вам известно, как дагестанцы относятся к вам. Сегодня в Дагестане работает 12 театров. И что очень важно, 8 из них являются национальными. 8 театров, которые представляют культуру основных этносов, проживающих в Дагестане народов. Сегодня в этой многотеатральной семье мы прибавляем еще одну сцену, еще одну площадку. Это азербайджанский театр. Азербайджанцы являются титульной нацией для нашего Дагестана, и у нас на самом деле очень хорошие, прочные отношения, культурные связи с нашими добрыми южными соседями. Делегация, которая приехала к нам из Азербайджана, еще раз подчеркивает это отношение. Очень важно, Владимир, что мы сегодня продолжаем череду событий, связанными с развитием культуры в Российской Федерации. И не просто
развития культуры в Российской Федерации, а те вещи, которые мы вчера слышали, которые на протяжении этой недели наблюдали на федеральном уровне, то, что все это происходит в год единства народов России. Уважаемый Владимир Владимирович, год единства народов очень важная веха в истории нашей страны. Но дагестанцы в этой среде живут. Мы живем в том единстве, в том многообразии этнических различных групп, которые окружают нас повсеместно и ежедневно. И сегодняшний театр, открытие сегодняшнего театра после реконструкции еще раз подчеркивает наше отношение, наше доброе отношение ко всем, кто проживает в Дагестане. Владимир Ильич, я, может быть, немножко нарушу регламент, но я очень хочу, чтобы стоящая рядом со мной девочка тоже сказала о годе нашего народного единства. Пожалуйста. Год единства народов России. Вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной. И каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильнее мечей и штыков. Россия зовется, общий наш дом, пусть будет уютно каждому в нем. На Дербенте праздник долгожданный, азербайджанский театр наконец открыт. Пусть сцену дружбу укрепит веками, и свет культуры души озарит. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Мы тоже поздравляем всех с Международным днем театра. С Международным днем театра. Спасибо огромное за участие в сегодняшней церемонии. Для нас это очень важно. Всего доброго. Спасибо. А вот, секундочку, а вот, значит, главный режиссер театра Алиев Сарвар Бакулоглы, вот, может быть, он скажет несколько слов? Это же главный бенефициар сегодняшнего события. Алиев распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента, нет? Азербайджан. Пожалуйста, Сарвар Бакулов, пожалуйста. Большое вам спасибо, что вы поддерживаете наш театр, нашу культуру, не только наш, весь народов, которые живут в России, многонациональные семьи, из них одного азербайджанского театра. Поэтому большое вам спасибо, что вы сегодня присоединились к нас и поздравили с сегодняшним праздником. Большое вам спасибо. А труппа-то какая у вас? Сколько артистов, сколько специалистов, которые работают в театре? И сегодня у нас 21 актеров. 21 актеров. Но мы ставим спектакли и азербайджанские, и российские, и все мирные драматурги. Чего не хватает еще в театре? Все нормально, слава Богу. Только не хватало здания, вот уже у нас здание есть. Хорошо, ладно. Я искренне желаю всей вашей труппе, вам, всему творческому коллективу успехов. И еще раз хочу поздравить всех сегодняшних и будущих зрителей, сегодняшних и будущих артистов. Вот будущее мы уже видели и слышим. Вам всего самого хорошего. Поздравляю вас с сегодняшним событием и с праздником, с Международным днем театра. Большое вам спасибо. Спасибо.